В рамках матрицы судьбы арканы равно энергии, то есть это одно и то же. Вообще, что такое аркан? Это слово происходит от латинского слова arcanus, то есть тайна, сокрытое. А понимание сути аркана второй как бы делает сокрытое явным. Старшие арканы Таро представляют собой архетипы мироздания, которые описывают мир и жизненный путь человека. Карты старших арканов Таро имеют соответствие также с астрологическими символами, числами, буквами, путями древа жизни, рунами, архетипами Карла Юнга и еще много с чем. К слову, как говорит автор метода Наталья Ладини, она больше придерживается версии слова «энергии». Ну и давайте еще немного поговорим именно про энергии, как их понять. Рассказывая человеку о наборе его энергии, я люблю говорить «букет энергии». Вот представьте себе букет, который может максимум состоять из 22 видов цветов. Каждый цветочек – это как бы отдельный вид растения, и каждому из этих цветов соответствует определенная энергия. У каждого этого цветочка есть свой внешний вид, есть там свой аромат, есть какие-то свои правила среза, есть свои условия хранения. Это я просто привожу вам понятный пример. И вот представьте, что у каждой энергии есть свои характерные черты. У каждой энергии. Но душа непростая структура, и она не может состоять из одного цветочка, из одной энергии. Душа состоит минимум из двух. Да, есть такие люди, у которых в матрице всего две энергии, но и жизнь у этих людей довольно-таки непростая. А у большинства людей душа состоит из целого букета энергий. И вот представьте себе человек. Он состоит из целого букета энергий. И в этом букете каждый отдельный условный цветочек, то есть энергия, в определенных обстоятельствах и ситуациях проявляет себя по-разному, как каждый отдельный цветочек, понимаете, да? То есть преобладает в определенный момент какой-то такой особенный запах, если мы говорим на примере цветов. То есть в определенный момент какой-то отдельный цветочек пахнет ярче всех. Но это не значит, что в этот момент нет никакого другого запаха, то есть запаха других цветов. Если мы будем говорить уже таким более конкретным языком, это не значит, что если в определенный момент у вас ярко выражена отдельная энергия, то есть ваши определенные черты, то это не значит, что в этот же момент в вас не активны какие-то другие энергии, которые могут проявлять себя чуточку иначе или дополнять ту самую вашу энергию, которая сейчас активна больше всех. Я надеюсь, я понятно объясняю, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. То есть в вашей матрице судьбы есть набор энергий, которые в той или иной степени на вас влияют, но по факту они влияют на вас все. Соответственно, ваше мышление и ваше поведение зависит от этих энергий, от того, как они проявляются в вас. И, следовательно, это влияет на вашу жизнь и вашу карму. Теперь идем глубже. Если вдруг вы подумали, что это вот у определенной циферки, определенный типажик и все, нет, идем в глубину. Каждая энергия может проявляться как в плюсе, так и в минусе. И тут тоже новая интересная такая глава начинается, в которой мы сейчас с вами легко разберемся. Я это себе представляю обычно так, что у человека вот есть хорошее и плохое настроение, при этом это не отменяет его каких-то особенностей и качеств. И вот представьте, что есть у человека энергия знания, да, учения. То есть, когда он пребывает в хорошем настроении, этот человек будет что-то с удовольствием изучать, что-то кого-то учить, да, кому-то передавать свои знания. Однако, если вот у него вдруг плохое настроение, то как он будет пользоваться этим своим качеством? Он начнет умничать, он начнет кого-нибудь поучать, то есть вот так это проявляется. Или, например, аркан сила, да, то есть которая 11 у нас. Когда человек находится в хорошем настроении, условно, я сейчас пытаюсь просто простым языком объяснить, как понять плюс и минус. Когда человек в хорошем настроении, он применяет свою силу как? Он может пойти и горы свернуть, он может что-то сотворить, применив свою огромную силу, свой потенциал. А когда у него настроение плохое, он может прибить кого-нибудь. То есть понимаете, да, как работает плюс и минус. То есть это качество, которое априори в вас заложено, но в определенных ваших, так сказать, настроениях это качество может проявляться по-разному, позитивно или негативно,
в плюсе или в минусе. Но теперь давайте пойдем еще глубже. И теперь представьте себе, что каждая энергия может находиться еще и одновременно как в плюсе, так и в минусе. То есть отдельные ее кусочки могут вести себя по-разному. И вот представьте себе эквалайзер. На картиночку посмотрите, пожалуйста. Представьте себе эквалайзер, где каждый вот этот вот бегунок – это отдельная энергия. Она может быть как в плюсе вверху, так и в минусе внизу. А теперь мы как бы увеличим каждую энергию, как мы фотку в телефоне увеличиваем, пальчиками растягиваем. Вот так мы увеличиваем каждую энергию и смотрим, что она имеет в себе разные качества, разные характеристики, особенности. И внутри одной энергии точно так же есть вот такие вот ползуночки, которые могут находиться и в плюсе, и в минусе. То есть сама энергия в одно время может быть как в плюсе, так и в минусе. Например, берем человека с энергией справедливости, 8. Как одновременно может проигрываться и плюс, и минус? Представьте, что человек может быть очень ответственным, очень законопослушным. Это плюс энергии. Но в это же время человек может быть борцом за справедливость, потому что энергия справедливости, да? Но когда борется человек за справедливость, это плохо. Почему? Здесь немножко мы уже пойдем в такую трактовочку конкретного аркана, но я совсем чуть-чуть расскажу. Бороться за справедливость – это плохо, потому что справедливости не существует, друзья. Потому что когда мы думаем о справедливости, мы смотрим на это очень узко, мы смотрим на это в рамках какой-то вот просто одной маленькой жизни человека. Но мы вспоминаем, что у нас очень много жизней, и что у нас очень много разного опыта, мы много чего понаделали, понаработали себе разные кармы, и все, что человеком было сделано, обязательно бумерангом к нему вернется. Не в этой жизни, так в следующей. Теперь мы вспоминаем законы мироздания, закон гармонии, равновесия и баланса. Мироздание справедливо как бы само по себе. Ну, если брать слово «справедливость» во внимание, да? То есть мироздание само разберется путем кармического такого бумеранга, кому что воссоздать, кому что вернуть. И сидеть бороться за справедливость в рамках одной жизни, ну, это не совсем корректно. Приведу небольшой такой пример. Вот у меня есть подруга, мы, естественно, недавно разбирали ее матрицу, и она мне рассказывает такую ситуацию, что в определенный момент случилось там кое-что, из-за чего она потеряла большую сумму денег. Было все это, конечно же, несправедливо, и она пыталась добиться какой-то справедливости, бороться за это, но там в результате ничего не вышло. И мы, конечно же, смотрим ее матрицу, мы находим 8 в ее матрице, энергия справедливости, да, мы понимаем, что она боролась за эту справедливость, но в результате ничего она не получила. Почему так может быть? Потому что в прошлых своих воплощениях она могла, например, кого-то обмануть, или, скажем так, не совсем справедливо забрать чьи-то деньги, или не деньги, а какие-то другие ресурсы, которые были важны какому-то человеку. И в этом воплощении карма отыгрывается вот таким образом. Ко всему прочему, у нее есть еще и 16-й аркан. Кто знает, тот поймет. Сейчас мы разбираться не будем. То есть все не случайно, короче говоря, бороться за это не стоит, и нужно просто уметь отпускать ситуацию.